Друзья, всем привет! Мы повесили себе на балкон потолочную вешалку. И сегодня я хочу вам рассказать о том, насколько это удобная штука, как она монтируется, как такую вещь выбрать и купить. Надеюсь, будет полезно. Поехали! Итак, у нас обычный маленький балкон в панельной девятиэтажке, который, как обычно, завален всем подряд. И всю жизнь мы вешали здесь белье после стирки на веревочке, вот на этих вот деревянных планках. Но висит все это дело достаточно низко, сильно мешает, постоянно за них цепляешься, поэтому решили приобрести вот такую вот потолочную вешалку, чтобы белье висело под самым потолком. Тема на самом деле очень удобная. Спускаем себе одну штангу, вешаем на нее белье в нужном количестве. И, кстати, выдерживает такая штука достаточно много. Проверено. Здесь уже висело на всю длину, а именно 2,5 метра. И постельного белья, и куча тяжелых шмоток. Ничего не поломалось. А потом подтягиваем обратно к потолку. И оно нам не мешает. Это самое главное. Теперь с балкона можно вытянуть и велик, и все остальное. Про саму вешалку. Вешалку надо обязательно покупать исключительно алюминиевую. Ни пластиковую, ни стальную, ничего. Потому что нагрузка на прутья достаточно большая, мокрое белье весит много, и оно достаточно быстро прогнет прут. Алюминиевым же прутом все не так просто. Как видите, я с достаточно большой силой жму на 2,5 метровый прут, и он возвращается в обратную сторону. Тут быстрее, я думаю, порвутся вот эти вот нейлоновые веревочки, чем проломится круглый алюминиевый пруток. Пока все окей. Когда сам искал обзоры на такие штуки в интернете, обратил внимание, что у многих проблемы почему-то с монтажом. Монтируется вещь достаточно просто. Берем изначально пластиковые направляющие из комплекта, которые, кстати, шириной 50 сантиметров. Кому это будет полезно, такой информации я не нашел в интернете. И крепим на дюбеля, не знаю, в бетон, в потолок, во все что угодно. Дальше определяемся с местом, где мы будем крепить, скажем так, веревочки вот эти вот с замочками, которые удерживают от опускания сам механизм, сами прутки. И от этого уже начинаем растягивать нитки. В комплекте идет две веревки. Одна длинная, вторая короткая, к каждому прутку. Длинную веревку мы привязываем на углу на узел в дальнем углу нашего прутка и протягиваем данную нитку через весь механизм. Вверх, через ролик, потом вниз и оставляем ее у того места, где она будет уже крепиться на узел непосредственно в месте крепления. Дальше берем короткую веревку. На стороне крепления к стене крепим ее также на узел к прутку, протягиваем вверх через тот же ролик, который мы только что протягивали длинную веревку, и снизу у места крепления к стене просто на узел связываем две веревки. Ну и ставим там вот этот вот колпачочек. Все. Теперь вы тянете за две веревки, они протягиваются равномерно через ролик, и механизм работает вверх и вниз. Очень удобно, очень классно. Спустили, повесили, подняли. Все, вам ничего не мешает. Некоторые даже умудрялись вешать всю эту конструкцию как-то исключительно на длинную нитку, а короткую выбрасывать. И она при этом вроде как даже работала. Ну, я же следую инструкции. Просто читайте инструкцию. Вот так вот две веревки одновременно плавно проходят через ролик, и никаких проблем. Работать оно должно именно так. Длинную протягиваем от дальнего конца нашего прута, а короткую от ближнего конца прута к месту крепления к стене. Ну, как-то так. В целом, вещь очень классная и очень удобная. И повторюсь, не ведитесь на дешевые вешалки, не покупайте пластиковые или стальные, потому что просто все это дело под тяжелым бельем прогнется, и вы останетесь недовольны. Алюминиевые же работают нормально. Пока у меня претензий к этому нет. Тема удобная и классная. Ну, на этом все. Кому было полезно, ставьте
ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!